Большая утечка из Кремля, как то, что скрывали десятилетиями, стало известно всем, кто ответит за грандиозный слив. Трамп угрожает войной Китаю и одновременно ждет объятий от Си Цзиньпиня, пока Пентагон отправляет войска. Что происходит? Неожиданная помощь союзников, сотня тысяч дронов, артиллерии и ПВО для Киева. Сможет ли это изменить ситуацию на фронте? Трамп может встретиться с Путиным. Случайное совпадение или спланированный ход? Заявление из Москвы. Танцы на костях, верх российского цинизма и болезненный удар по Польше. Что придумали российские идеологи? То, что находится в твоем телефоне, может автоматически перестать быть секретом, но не для всех и не во всех случаях. Досмотрите об этих и других самых главных событиях утро четверга, 16 апреля. Все правильно делаете, досмотрите до конца, ведь специально для вас мы отбираем самые важные и интересные новости. В эфире Нехта, я Алексей Бурлаков. Поехали. Трамп снимает блокаду, он сам это заявил. Знают ли об этом другие участники войны, загадка пока. Кроме того, президент США внезапно объявил, что Китай якобы пообещал не вооружать Иран. По его словам, Пекин очень хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым и поэтому не будет отправлять оружие Тегерану. Подтверждения от самого Китая нет, да и вряд ли Китай открыто посылал бы Ирану вооружение. Но Трамп уже подает это почти как личную дипломатическую победу, особенно после того, как в США начали раскручивать тему возможных китайских поставок Ирану через третьи страны. Китай очень рад тому, что я на постоянной основе открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них тоже, и для всего мира. Председатель Си крепко-крепко меня обнимет, когда я приеду туда через несколько недель. Мы работаем вместе умно и очень хорошо. Разве это не лучше, чем воевать? Но помните, мы очень хорошо умеем воевать. Если придется, намного лучше, чем кто-либо другой. С другой стороны, по данным The Washington Post, Пентагон отправляет на Ближний Восток еще тысячи военных. Подкрепление должно усилить американскую группировку. Речь идет в том числе о силах, которые позволяют развернуть сразу 3 авианосные группы, а всего в регионе, по оценкам американских чиновников, уже находится около 50 тысяч военнослужащих США. Кроме того, накладка может образоваться в Пекине. Туда совершенно случайно могут приехать и Путин, и Трамп. Песков подтвердил, что визит готовится, сроки пока не раскрывают, но в российских медиа уже пишут о второй половине мая. Но все дело в том, что Дональд Трамп тоже собирается в Пекин и тоже в мае. Могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай наш особо привилегированный стратегический партнер. И визит, контакты на высшем уровне готовятся. Еще в феврале Си официально приглашал Путина в Китай, и теперь этот маршрут, похоже, выходит на финишную прямую. И чем громче Москва говорит о привилегированном партнерстве, тем яснее то, что без Пекина ее международная игра давно выглядела бы куда слабее. Эрдоган пытается не дать иранскому перемирию рассыпаться окончательно. Президент Турции заявил, что Анкара сейчас работает сразу по нескольким направлениям. Хочет продлить паузу между США и Ираном, сбить напряжение и не дать переговорам умереть после первой серьезной пробуксовки. По его словам, стол переговоров еще не перевернули, но стороны уже жестко уперлись в ядерный вопрос. Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается переговорный процесс между Ираном и Соединенными Штатами, мы не теряем надежды. Мы вносим необходимые предложения и предпринимаем шаги для снижения напряженности, продления прекращения огня и продолжения переговоров. Турция сейчас держит контакт и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Пакистаном, который выступает посредником. Эрдоган отдельно предупредил, удары Израиля по Ливану подрывают и без того хрупкие шансы на мир. Его главный посыл звучит просто: со сжатыми кулаками не договариваются. И хотя проблем много и часть из них быстро не решить, в Анкаре все еще делают ставку на то, что окно для сделки пока не захлопнулось. Человек, уже спасший один режим от переизбрания, человек, уже договорившийся с другим режимом не иметь ядерного оружия, гордится тем, что не помог жертве агрессии. Джей Ди Венс прямо заявил, что прекращение финансирования войны в Украине – одна из вещей, которыми он больше всего гордится в этой администрации. Он подчеркнул, что США, по его мнению, не должны оплачивать оружие для Киева и что об этом уже дали понять Европе.
И знаете, это было как раз во время одного мероприятия в Сенате, где ко мне подошел человек, и я был уверен, что это был хороший человек, замечательный американец, украинский американец в Кливленде, штат Огайо. И этот человек очень раздраженно отреагировал на меня, потому что я говорил, что мы должны прекратить финансировать войну в Украине, хорошо? И я по-прежнему в это верю, конечно, и это одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь в работе этой администрации. Мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, вы можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его Украине. Мы просто вышли из этого дела, и это очень хорошо. На этом фоне конфликт Трампа с НАТО только обостряется. После встречи с Марком Рютте он снова обвинил Альянс в том, что союзники не поддержали США во время войны с Ираном. Белый дом все меньше говорит языком союзничества и все больше языком счета и обиды. Украина больше не должна получать американские деньги, а Европа должна либо платить сама, либо перестать рассчитывать на старую американскую роль. Кремль, похоже, сам случайно засветил то, что годами пытались не называть вслух. На сайте президента сначала появилась, а потом исчезла информация о том, что в совещании по химической промышленности 2 февраля участвовал Игорь Ротенберг, как председатель совета директоров Росхима. Вместе с фамилией с сайта пропала и его фотография, но след уже остался. И если раньше связь Росхима с кланом Ротенбергов считалась почти официальным секретом, то теперь этот секрет, похоже, вылез прямо из кремлевской публикации. Росхим стал одним из главных получателей активов, которые государство отжимало через национализации и пересмотр старой приватизации. Башкирская содовая компания, Метафракс, другие крупные химические предприятия – все это стекалось именно туда. Ну а теперь картина выглядит предельно знакомо. Пока публично рассказывают про стратегию импортозамещения и развития отрасли, внизу идет большой передел собственности в пользу людей из самого близкого круга Путина. Огромная помощь от союзников. Британия объявила о гигантском пакете для Украины. Больше 120 тысяч беспилотников только за 1 год. Причем первые партии уже пошли в апреле. В пакет входят не только разведдроны, но и ударные, дальнобойные, морские и логистические аппараты. Параллельно Британия обещает еще более 100 тысяч артиллерийских снарядов и 1000 ракет ПВО. То есть речь уже не о символической поддержке, а о попытке резко нарастить украинскую способность бить, видеть и выживать на фронте. Масштаб здесь действительно огромный. Для сравнения, это почти сопоставимо с объемами импорта гражданских дронов, которые Украина раньше завозила из Китая и потом массово отправляла на войну. Теперь Лондон хочет закрывать эту нишу сам через свои компании и в рамках долгой военной связки с Киевом. Цинизм не имеет верха, а если имеет, то вот он. В Катыни, где лежат расстрелянные НКВД польские офицеры, Россия открыла выставку с названием «10 веков польской русофобии». То есть место памяти жертв советского преступления там теперь превращают в площадку для новой пропаганды. Организаторы рассказывают посетителям про ненависть польской элиты к России, про захват русских земель и про современную Польшу. А вот о том, что именно СССР расстрелял в Катыни тысячи польских военных, почти тишина. Выставку открыли прямо перед Днем памяти жертв Катынского расстрела, который в Польше отмечают 13 апреля. На месте, где похоронены более 4000 польских офицеров, Москва снова пытается переписать историю так, чтобы жертвы ушли в тень, а на первый план вышла привычная кремлевская схема про русофобию. То есть Катынь теперь используют не для памяти, а для нового идеологического удара по Польше. Сразу 2 школьных нападения за 2 дня, и Турцию снова трясет от ужаса. В городе Кахраман-Мараш на юге страны ученик открыл огонь в школе. Власти подтвердили, что стрелявший был именно учеником средней школы. Для страны это уже не просто ЧП, а новый удар по ощущению безопасности, там, где ее должны были гарантировать по умолчанию – в школе. 3 из погибших – студенты. У нас также 20 раненых. 4 из них сейчас находятся на операции из-за тяжелых ранений. Наше расследование продолжается. Мы надеемся, что пострадавшие скоро поправятся. Сообщений о стрельбе в каких-либо других школах нет. В соцсетях распространяются разные сообщения, но стрельба произошла только здесь.
Но, видимо, это единичный случай именно для этого региона. Всего за сутки до этого стрельба произошла в другой школе, в районе Северек провинции Шанлы-Урфа. Тогда пострадали не менее 16 человек, в основном дети. То есть Турция за 48 часов получила уже второй школьный расстрел. И теперь главный вопрос не только в том, кто стрелял, а в том, почему школы одна за одной превращаются в место паники и преступления. В России хотят еще глубже залезть людям в карман, точнее в телефон. Генпрокуратура призвала проработать идею, которая даст силовикам доступ к данным мобильных устройств россиян без суда. Официальное объяснение привычное, мол, так будет проще решать задачи оперативно-розыскной деятельности. По-человечески еще меньше приватности, еще больше контроля. Такой инструмент, как внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах граждан, по большому счету, значительно упростит решение задач оперативно-розыскной деятельности. Например, в части розыска лиц, скрывшихся от следствия, суда, уклоняющихся от наказаний, а также без вести пропавших. В условиях, когда преступники действуют максимально скрытно, анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать, по большому счету, решающим фактором для обнаружения их местонахождения. Сначала блокировки, война с VPN и отключение интернета, теперь попытка упростить доступ силовиков к данным о телефонах миллионов людей во внесудебном порядке. А я напомню, что мы разработали собственный VPN, быстрый и безопасный, который может стать выходом из ситуации. В прошлом выпуске война окончена, но мир может рухнуть в любой момент, а Москва уже лепит себе новый законный повод для ударов за границей. Оппозиция требует отставки президента, и впервые это реально может случиться, пока Запад сколачивает альянс вместо НАТО, от которого некоторых уже трясет. И финальный штрих: Путин ведет себя странно на публике, а Вашингтон резко заявляет, что поблажек Кремлю больше не будет. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся уже вечером.